Итак, друзья мои, всем добрый вечер. Вы можете набрать на моем канале андийские ритуалы и немного ознакомиться, если вам интересно более подробно узнать об этом народе, потому что я уже рассказывала и дарила ритуалы народов Северного Кавказа. Немного освежу в памяти у вас. Андийцы – это, скажем так, аборигены Кавказа, то есть древние народы, изначально живущие там. Правда, численность у них небольшая, но в любом случае они дожили до наших дней. Это в основном воины. Позже стали немного какая-то часть земледельцы. И у них очень интересная мифология. Во-первых, начнем с того, что многие божества народов Кавказа, они берут свое начало именно с этого Нагорья, где в основном живут андийцы. И поэтому, даже невзирая на то, что эта народность приняла ислам, в любом случае, вот все эти народные поверья, традиции, они остались. И обращения к богам остались, и заговоры остались. Просто немного переименовались в иное русло, как бы переплелись с их новой религией. Но очень много древнего, очень много языческого можно узнать в их обрядах, обычаях, которые до сих пор есть. Итак, одна из богинь андийского пантеона – это Унтул-Эбел. Эбел – это мать болезней. Ну, например, андийцы считают, что это такая рыжеволосая женщина с большим носом, которая ходит по ночам по деревням и рассыпает определенные зелья болезни, то есть приносит болезнь. В некоторых селениях андийцев считается наоборот, что это младенец, который имеет болезненный вид, и что вся его кожа покрыта ранами, язвами. Считалось, что когда-то эта женщина была очень доброй, очень милосердной, но ее очень сильно обидели боги, то есть сама была богиня. И с тех пор она сеет болезнь для того, чтобы напомнить о себе, чтобы о ней помнили, чтобы пришли к ней с поклоном. И стоит попросить ее, она становится милосердной, вспоминает свою добрую душу, то есть доброта в ней просыпается, и она забирает свои болезни обратно. И если у человека постоянно были боли, и это не проходило, если ребенок дома постоянно болел, и ничего не могли с этим делать, нужно было отнести ей подношение. Относили ей вино, фрукты и маленький такой флакончик с маслом обязательно. Открывали вино, нужно было чуть-чуть вылить под дерево или возле реки можно это подношение ставить. Раскрывали фрукты, некоторые относили блины, относили сладости там и прочее. Начитывали, значит, упрашивали ее уйти. Вот на основе вот этого древнего поверья, которое, собственно говоря, веками пользовалось успехом у этих народов, у каждого селения, у каждого рода есть свои особенности проведения этого ритуала. Я создала этот ритуал, воссоздала, точнее скажем. И, естественно, до нас в мельчайших подробностях не дошли все эти слова заговора.
Но, то есть, читая, изучая этнологию, понимая, каким образом ее благодарили, для чего масло. Считалось, что она должна помазать себе руки и ноги, чтобы они не болели, когда она будет уходить, забирая это подношение. Поэтому ей обязательно флакончик с маслом. Вот можно там розовое масло. Да в конце концов, если уж ничего нету, можно оливковое масло. Или подсолнечное. В маленьком флакончике. Это обязательное подношение, чтобы она быстрее ушла. И, естественно, я подумала, сколько раз, скажем так, можно начитывать. И учитывая, что у древних народов круглые цифры имели особое значение, я считаю, что читать нужно 20 раз. Нужно разложить подношение под дерево, поставить флакон масла, немного вылить вино и поставить рядом, начитывать этот заговор 20 раз, отвернуться и уйти. Ну, предположим, может, у вас там какая-то хроническая болезнь, которая постоянно вас беспокоит. То есть и не вылечить до конца, и ничего не сделать. Как сделать так, чтобы заглушить хотя бы надолго, а может и навсегда эту болезнь? Принеси подношение матери болезни, то есть унтулайбел. Или у ребенка какие-то болезни. Тогда, начитывая, вы должны называть имя ребенка, для кого вы читаете. То есть забери там с ребенка или забери там имя именно ребенка. Какие-то болезни или вообще забери болезни. Собственно говоря, вот эти слова 20 раз и отвернуться и уйти. И через некоторое время вы заметите очень заметные, очень весомые перемены, потому что действительно она свое подношение возьмет и уйдет. И как только у вас начнутся какие-то, снова симптомы болезни, снова это делайте. Но начнется не скоро, я вас уверяю. Знание древних, мудрость древних, их традиции, обычаи, они помогают нам жить новой жизнью, жить по-другому. Помогают нам бороться с безденежьем, с болезнями и все прочее. Древние люди персонализировали все сущности, все сферы человеческой деятельности не просто так. Так легче от них избавиться, когда ты представляешь его как нечто человеческое. То есть ты ему присваиваешь черты, человеческие черты. Итак, заговор следующий. Унтулебел, не гневайся на нас, забери подношение и уходи. За 40 черных гор, за 40 черных скал. Туда, где девы пещеры сторожат, где куши на крыльях не долетают, где чудовища обитают. Вот тебе масло, помажь руки и ноги, иди вверх на гору, вниз по реке. Перейди на землю, сойди в черные пещеры. Бери подношение, унтулебел, и иди с миром, и мои болезни с собой забери. Да будет так. Там, где читаете для ребенка, еще раз, для другого человека вы не имеете права читать. Вы можете читать только для своего ребенка, которому еще не исполнилось 10 лет. Унтулебел, не гневайся на нас. Забери подношение и уходи за 40 черных гор, за 40 черных скал. Туда, где девы пещеры сторожат, где куши на крыльях не долетают, где чудовища обитают. Вот тебе масло, помажь руки и ноги. Иди вверх на гору, вниз по реке. Перейди на землю, сойди в черные пещеры. Бери подношение, унтулебел, и иди с миром, и мои болезни с собой забери. Да будет так. Если вашему ребенку больше 10 лет, то сходите с ним, вы будете читать, и он будет повторять за вами. Если есть у него определенные болезни, которые до конца не лечатся, и вы хотите хотя бы остановить или притупить эти болезни, то есть на одном уровне, то вы можете со своим ребенком провести эти ритуалы. В древние времена люди водили на капище богов своих детей. Самое главное, не трогать чистки и прочее, прочее. То есть не трогать те
ритуалы, которые, скажем так, относятся к темной стороне, да, к темным дебрям магии. Рановато еще. Но подобные вот ритуалы можно сделать с ребенком, если действительно в этом есть очень сильная нужда. Всем удачи!